Нарушение личных границ, агрессия в твой адрес, дискомфорт в отношениях — все это можно охарактеризовать одним словом абьюз. И мы сегодня с вами разберемся в этом немножечко подробнее с психологом, сексологом Мариной Вещеней. Марина, приветствую тебя. Спасибо тебе большое за твое время. У нас сегодня такая, мне кажется, очень раскрученная тема в интернете. Это тема абьюза и вообще слово абьюз. Давай, наверное, начнем с самого начала, что это такое, потому что мы все это слово слышим, и некоторые даже применяем его, ну не знаю, туда или не туда. Приветствую, Оля, тебя, приветствую наших зрителей. Хочу сказать, что мы сегодня не будем глубоко, да, там из энциклопедии, Википедии брать, да, давайте сразу, чтобы было понятно. Абьюз мы на самом деле испытываем в свой адрес тогда, когда нарушают наши границы. Это могут быть психологические границы, сексуальные и физические границы. То есть абьюз — это когда человек нарушает наши границы и, ну, скажем, воздействует на другого человека как на объект, я бы так сказала. Хорошо. Получается, что абьюзером может быть каждый, и мы в том числе можем где-то быть абьюзером, да? Скорее всего, да. И здесь вот очень важно, что здоровый человек со здоровой психикой, он глобально себя останавливает. То есть когда мы гневаемся, либо когда мы падаем в такое детское состояние, да, и начинаем с другим человеком разговаривать как со своим родителем, в которого мы и должны были контейнировать свою агрессию, свой гнев. Да, потому что абьюзеры зачастую это люди с пограничным таким типом личности, то есть это не всегда здоровые люди, и вообще чаще всего это люди, которые, ну, у них уже есть отклонения какие-то. То есть это не здоровый человек, либо психопаты. Хорошо, но смотри, бывает же так, что жизненная ситуация тебя доводит до состояния там, дикого стресса или агрессии, и ты хочешь, не хочешь, но можешь там накричать на кого-то или, не дай бог, там ударить кого-то, ну, то есть проявить вот эту агрессию, вот этот гнев. Это тоже называется абьюзом? Или все-таки абьюз — это когда это, ну, длительный период времени происходит? Ну смотри, на самом деле это такой тонкий очень момент, так вот и не скажешь. Я хочу, чтобы, ну, мы все правильно понимали, что да, бывают точечные моменты, но человек здоровый, он перейдет черту, Мгм. вернется, станет на место, да, то есть и с этого места, с вот этого расстояния уже извиниться и объяснить, что с ним происходило. Абьюзер, на самом деле, у него задача воздействовать на жертву, поглотить жертву, чтобы жертва была его собственностью. Вообще, есть очень хорошая песня у Земфиры, «Абьюз» называется. И там я очень рекомендую всем ее послушать. Это очень, ну, у Земфиры вообще очень глубокие тексты, но этот текст, он просто, я когда услышала первый раз, вот там было абьюз, 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 а если долго слушать, то это забью, забью, забью. Пони- Мгм. И это прям, и эта песня, она прям вот кому хочется понять, что такое абьюз, то вот там она начинается с таких слов: ты не знаешь меня, ни черта, ни черты. То есть а, и приглашаешь меня завтра в собственный ад. Там вполне хорошо, только сильно трясет, постоянно трясет, как на корабле, но зато мы вдвоем. То есть абьюзеру ему плохо, ему невыносимо. И он приглашает свою жертву покачаться там с собой. Мгм. И почему Оля меня спрашивает про абьюз? Потому что я работаю с БДСМ, да, и я сексотерапевт, сексолог. И вот как раз я учу из сексуального абьюза выходить. На самом деле из психологического абьюза мы выходим точно так же. То есть мы не входим в контакт. Мы не входим в контакт, потому что бывает так, что жертва приглашает, начинает претензии предъявлять, накручивать, накручивать и с больной частью своего собеседника общаться, да, что у Мгм. каждого это невротическая часть, в которой мы не уверены в себе или что-то еще там с нами происходит. И вот он вот так вот захватывает. Поэтому Что я нужно думаю, делать, Марин, посоветуй, пожалуйста, вот что делать, когда ты уже понял, что твой партнер, неважно, в сексуальном отношении, в бизнесе, муж твой, не имеет значения, да, ну или жена, вот прям питается, да, вот питается этой негативной энергией, пытается тебя вот туда, в это болото затащить, что делать?
Ну, в первую очередь, конечно же, усиливать себя, усиливать свои сильные стороны, вообще создавать себя как личность. То есть понимать, что здоровые люди — это, я всегда говорю, это два таких кружочка. И вся мировая психотерапия, она построена на том, что два «я» соединяется в такое тоненькое «мы». Оно совсем Мгм. 25%. И здесь понимать, что партнер может быть мною недоволен, и он имеет на это право, но мы не входим в этот контакт. То есть мы позволяем партнеру гневаться на нас, но мы не играем с ним в игру. То есть на БДСМ очень легко проиллюстрировать. Допустим, приходит клиентка, она говорит, что меня партнер режет. Он меня режет, и я не хочу, чтобы меня резали. Но потом в какой-то момент у нее начинает возникать сексуальное желание, такое интерес, и она думает, в следующий раз будет по-другому. И она снова идет с ним в контакт, начинает с ним общаться и заканчивается тем же самым. Точно так же и в отношениях днем. Ну, скажем, что есть отношения днем, есть отношения ночью. В отношениях днем. То есть мы четко понимаем, что человек гневается, и он ищет, куда ему слить гнев. И здесь важно себе задать вопрос, что такое происходит со мной, что я тоже хочу вот в этом, скажем, торнадо, я Участвовать. участвовать и снимать тоже напряжение, потому что жертва тоже обнуляется. И это такой вот накал, Оли, который вот постоянно растет, 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 и вот в этом таком конфликте обнуляется вдвоем. То есть учиться проявлять агрессию другими способами. Ну и здесь важно тоже сказать об этом, я не могу молчать, что так происходит только с теми, у кого был такой ранний детский опыт. Потому что когда мы понимаем, что через агрессию проявляет любовь в наш адрес, тогда мы позволяем партнеру тоже точно так же делать, нарушать наши границы. Поэтому вот здесь усиливать себя как личность, выстраивать новые отношения с психотерапевтом, где уже внутри нас будет здоровая. То есть вот эта вот фраза «бьет, значит, любит», это тоже, наверное, где-то нам поселило, наверное, какую-то, да, может быть, толику сомнения в том, что вот, может быть, так и должно быть. На самом деле так же не должно быть. Ну вот бьет, значит, любит. Я думала, уже просто никто про это не говорит, не то, что Говорят. говорят. Популярная фраза, да. Я думала, это уже куда-то ушло в прошлом веке, но я так скажу, что сегодня столько говорят про границы, и любит это, когда заботится. И вот здесь важно четко поменять такой эквивалент, но не просто сказать, потому что я как человек, у которого 13 лет опыта, у меня своя терапия, я понимаю, что просто слова сказать один раз, этого недостаточно. Нужно, правда, поверить, что ведь у жертвы, у нее же возникает вопрос, что ее невозможно любить другим способом здоровым, что ее можно любить только так. Скажи, пожалуйста, а можно излечиться от абьюза? То есть, если я понимаю, что, ну да, есть у меня такая наклонность, я сейчас вот абьюзер и там обижаю близкого мне человека, я сознательно могу избавиться от этого? Или вот эти приступы гнева, их очень сложно контролировать? Смотри, это очень корректируется психотерапией. Самому вот так вот прям, я думаю, останавливать себя можно. Вопрос здесь тогда, куда сублимировать эту агрессию, потому что это ну, зачастую такая подростковая агрессия, не выплеснутая. Это вот такая сепарационная травма, когда мы должны были прогрессировать и отсоединиться от матери, но мать была небезопасной фигурой, или были какие-то подмешаны роли, где мы были не сын и мать, например, или дочь и мать, а мы были как партнеры, да, и тогда очень тяжело было сепарироваться, или мать болела, или еще какие-то причины. И вот здесь важно создать такой вот, скажем, как у Берона Мюнхгаузена, он точку опоры искал и сам себя вытаскивал, то вот здесь самому себя вытащить сложно, нужно найти точку опоры, и вот терапия, она как раз выступает опорой. Ну и, конечно же, усиливать здоровые части через осознание, понять, что я ну, не имею права, что партнер — это не моя собственность, это не объект, это тоже человек, он живой. Ну, вот как-то так. Марин, мы сейчас много говорим о стрессе, и о том, что, ну, как бы в такое время живем, да, и что стресс, он порождает в каждом из нас совершенно новые грани или открывает в нас совершенно новые грани. И это очень часто сказывается на взаимоотношениях, как ты правильно заметила, детей и родителей. И сейчас очень часто агрессия
необоснованная со стороны родителя, потому что ему тяжело, она выплескивается, ну, конечно же, на ребенка, потому что ребенок требует чуть больше внимания. Дай, пожалуйста, несколько рекомендаций, как родителю, который вот сейчас чувствует гнев, мы же его чувствуем, как он нарастает, или какую-то агрессию. Что сделать, чтобы не выплеснуть на близкого человека, на ребенка, на супруга? Здесь важно четко понимать, что это ваш гнев, и это вообще очень хорошо бы я сравнила с таким туалетом, да, то есть мы не можем сходить в туалет, как бы мы не хотели прям здесь, в зале, в магазине, да, то есть это есть этому отведенные места, куда мы сливаем что-то такое, что там не переработано или как-то так, да. Так вот, здесь останавливать себя, четко говорить, я взрослая, и я умею испытывать, выдерживать все свои чувства. Например, ну, ты говоришь про агрессию, но есть еще такое чувство, как вина, которую невыносимо выдерживать сегодня, да, там травма выжившего, да, если мы там опираемся на ситуацию в Украине, да, ну, я так знаю, что твои зрители, они не только из Украины, ну, вот, здесь важно понимать, я взрослый, и я умею выдержать эти чувства, и это мои чувства, и что касательно детей, здесь важно четко понимать, я большая, емкая. Как себя вот метафорично представить? Я сама эту метафору придумала, рекомендую вам. Это метафора горох. То есть вы вот стрючок, а дети это горошины. Они еще станут таким стрючком, но им нужно пройти далекий путь, упасть в землю, вырасти. И сепарация как раз это когда горох этот высыпается. Все, то есть время пришло. Мы четко понимаем, что дети, они не умеют справляться, что это мы их учим справляться. Когда мне часто говорят, вот мой ребенок не выдерживает. Я говорю, да ты не выдерживаешь. И не научила выдерживать ребенка. Это ты нестабильна. С партнером точно так же. Здесь важно понимать, что партнер не эмоциональная свалка, а партнер это тот, кто, скажем, как это я всегда говорю, что в отношениях важно жить так, как будто бы ты зарабатываешь, а не выплачиваешь бесконечно кредит. Ну, то Мгм. есть это невыносимо. Мы не используем партнера, ну, не по назначению. Это как кольцом с бриллиантом забивать гвозди. То есть для этого есть терапия, спортзал, я не знаю, там плавание. Ну, то есть вот как-то так. Выплескивать здоровым способом агрессию, чтобы прийти уже домой чистым, обнуленным. Здорово, спасибо тебе большое, очень емко, понятно, и я думаю, что для многих стало ясно, как себя обуздать в некоторых вопросах, да, и как все-таки уберечь себя от абьюза, потому что на самом деле мы действительно сегодня стали его все чаще встречать не только в межличностных отношениях, но и в целом в отношениях во всей жизни. Спасибо тебе большое за твое время, Мариночка. Спасибо, Олечка, и тебе. Пока-пока. Если вы хотите подробнее узнать, как защищать свои личные границы, как не поддаваться влиянию абьюзера, мы подготовили для вас статью, в которой вы узнаете подробнее, как со всем с этим справляться. Ссылку оставлю в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео.